Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 10 по 20 октября. Давайте с вами узнаем, что или кто появится неожиданно в вашей жизни. Может быть, это сама по себе возможность. Или какая-то новость, информация, а возможно, это будет связано с конкретным человеком. Мы зададим ряд других вопросов, посмотрим, каким образом это будет с продолжением, каким-то следованием связано. Но вначале 3 знака судьбы. Какими вопросами вам придется заниматься, возможно, в первую очередь с 10 по 20. И у нас колода 78 дверей, принципиальное значение имеют двери. Открыты, закрыты. И каков ключ, чтобы эти двери открыть? А может быть, сами куда-то не пойдем? Давайте узнаем. Возможно, нам карты просто подскажут как сферу жизни, сферу ваших интересов. Ну, какие-то знаки нам судьба, тем не менее, даст. Давайте будем узнавать. 3 знака судьбы. Что в центре вашего внимания? Или вам, может быть, важные какие-то решения придется принимать? Кто или что появится неожиданно? Опять же, с чем это связано? Кто или что для близнецов появится неожиданно с 10 по 20. И что это значит? На пороге каких событий вы стоите? Что будет следовать за этим? И к чему все это идет? Как это все обернется? Причины и следствия хотя бы, да? Давайте попробуем проследить. И по основным сферам жизни. Любовь, личная жизнь. Чего ждать? Чего ждать в сфере финансов на 10 дней? Не такой большой срок, но все же. И чего ждать, если мы говорим о вашей сфере достижения, вашей работе, бизнесе? Может быть, это у кого-то документы или, к примеру, соглашение, подписание контрактов. Давайте будем узнавать первый знак судьбы. В каких сферах жизни вы будете принимать важные решения? 12-й старший аркан, повешенный. Там, где был застой, там, где что-то не решалось, там, где, возможно, и вы. Может быть, это личная жизнь, мы пока не знаем. Может быть, и вы ушли на какое-то время, как закрылись от решения некоторых вопросов. У каждого тут были свои причины. Старший аркан мог говорить, что и у вас эти причины могли быть вызваны тоже некоторой остановкой, заминкой, не по непредвиденным вами причинам. Либо они были связаны с людьми, либо обстоятельствами. Но, тем не менее, в конечном итоге, что мы получили? Какую-то долгую паузу. Один другому что-то, может быть, демонстрировал. Возможно, это и по личной жизни. Но вот, видимо, какая-то длительная ситуация подходит у вас действительно к развязке. Это так. Может быть, вы где-то сами ощущаете, что вот-вот должен решиться тот или иной вопрос. Тут как будто и вы могли уже устать от долгого периода неопределенности. У нас ведь показан человек, который сам показывает фокусы, да, может быть, и мы на какое-то время взяли дистанцию, ну, где-то так демонстративно, я такое не исключаю. Ну, пусть не для всех, но для кого-то из вас. Это будет тоже активно проигрываться. Ну, вот, значит, даже если вы какой-то период, мои дорогие близнецы, уходили от какой-то темы, от решения вопроса, а тут как будто пора всплывать, воздуха не хватает. Вот такой тонкий нюанс. И на вас будут оказывать влияние. Как, наверное, силы судьбы, хочется сказать, потому что старший аркан, повторяюсь, это всегда обстановка как бы вокруг вас, или то, что мы называем ситуациями, обстоятельством, но это еще и люди. Может быть, люди какой-то период времени, вот вы взяли дистанцию, не общались, и люди приняли вашу позицию, а не хочешь, ну и не надо. Ну вот что-то сродни того. А теперь и у людей может быть какой-то нюанс в жизни, когда, ну вот контакты могут быть продолжены. Вот перекладывайте на себя, но именно то, что вы могли чего-то либо ожидать, либо какая-то история, она тоже встала на паузу и не развивалась какое-то время. Ух ты, знак судьбы, карта мага. Вообще это про вас. Почему про вас? Потому что планета-управитель– Меркурий. И чаще всего Меркурий связывают с картой мага. И в некоторых колодах это даже прописано, прорисовано. Конечно, ваша ресурсность. Переиграть какую-то прежнюю ситуацию или разрулить
какую-то сложную, может быть, ситуацию, может быть, и прояснить. Тут явно будет какая-то лазейка, так и хочется сказать. Но это то, что вы где-то интуитивно можете просчитать, а потом это переложить на практику. А маг– это у нас великий практик. Он как раз свои цели доводит до реального воплощения. Поэтому и вы какую-то цель можете довести, ну, как будто до ума или до того момента, когда вы видите, что какая-то ситуация, вот именно застой по ней, начинает постепенно, шаг за шагом разрешаться. Явно у вас будет много занятий с 10 по 20, или много переговоров, или вы сами будете искать какую-то информацию. Все стихии в руках мага, поэтому у вас сейчас, правда, время, когда даже то, что вы считали, невозможно продолжить. Здесь, наоборот, можно будет продолжать. Или каким-то образом найти общие интересы, точки соприкосновения или диалоговые точки. И тем не менее для себя как минимум какие-то бонусы добавить, мои дорогие. Вот такой знак судьбы. Как будто вам карта хочет сказать, что ты сейчас ресурсен. Ну или ресурсно, давайте узнаем. Третий знак судьбы. И медлить нельзя. Ну вот как будущее наступило. Или ваше время пришло. Пусть это выражается в каком-то одном решении, или пусть это решимость ваша к чему-то. Все-таки всплывает-то тоже решимость нужна, да? Сначала решение, а потом действие. Вот что-то подобное, когда вам придется с 10 по 20 свою жизнь несколько перестроить. Но оно имеет какой-то высший смысл. И третья карта, башня. Пусть не в этой колоде, но есть у меня колода ангелов-хранителей. Там буквально ситуация, когда ангел берет за руку человека и выводит из той башни, которая через некоторое мгновение от попадания молнии будет разрушена. Тут нельзя терять время, мои дорогие. Скорее всего, у вас, может быть, вы услышите какую-то новость или, правда, получите неожиданную информацию. Я не исключаю для кого-то внутренний инсайт. До этого вы не видели эту ситуацию именно с этой стороны, с какой-то там, да? И вдруг вот, мы понимаем, что, а нет, тут надо действительно что-то, ну, как действовать. Или пусть это через уточнение некоторых обстоятельств, или как вам правильно поступить. Но именно действовать нас карта призывает. Может быть, это у кого-то из вас ситуация, ведь это тоже старший аркан, и это у кого-то будет связано, может быть, с вопросами недвижимости, а у кого-то ситуация по работе. Но это внешние, опять же, обстоятельства, которые вас несколько вынуждают к действиям. И по аркану башни мы не можем от чего-то отказаться. Иногда эта карта будет говорить о том, что мы что-то слышим в средствах массовой информации. Опять же, старший аркан. И мы понимаем, знаете, как эффект бабочки. Какая-то ситуация словно возникла на другом конце континента. Но вот эти отголоски, вот эта вибрация, точнее, ну вот какая-то ситуация или ее эхо доходит и до вас. Вот что-то подобное тоже вы можете случайно узнать, и для вас это как подсказка судьбы, знак судьбы. Вы знаете, не гоните от себя даже какую-то мысль, которая иррациональная. Вы знаете, мы вот тут вообще на протяжении октября и ноября должны отстроить правильные социальные связи, раз. И второй такой момент, когда не все мы сможем понять умом. Не все на протяжении октября и ноября будет укладываться в рамки нашего понимания. А вот наша интуиция, подсказки шестого чувства, или назовите это как подсознание, вам будет давать правильный совет. То есть, если мы что-то не можем просчитать наперед, но видим, что, ну, вроде как действовать нужно, тогда не гоните от себя эту мысль. Тут действительно нужно на что-то как. И решиться, так может быть, и перейти быстро к каким-то серьезным действиям. Ладно, давайте уточним, кто или что появится неожиданно. Новость. Правда, либо новость, либо какое-то известие. И все то, что я говорила, кто-то это услышит в средствах массовой информации, ну, каким-то образом, значит, это будет оказывать влияние на вас. По сути дела, это какая-то траектория на будущее, потому что туз жезлов, я всегда говорю, словно делит нашу жизнь на период до и после. Может быть, через информацию, может быть,
Когда вы сами что-то проанализируете, понимаете, ага, пора всплывать уже как будто вот именно теперь пришла пора действовать. Но часто туз жезлов– это новость, информация и одновременно возможность. Вот у вас неожиданно приходят возможности, но, видимо, совсем не тем путем, как вы это могли предполагать, или, может быть, банально, как вы этого хотели. Ладно, тогда на пороге каких событий вы стоите, что это для вас означает? Опять же, про интуицию. Может быть, вам одному придется или одной куда-то отправиться, никому ничего не говоря, именно хранить молчание и слушать, опять же, подсказки шестого чувства, как вам нужно действовать или с кем взаимодействовать. Опять же, внешняя ситуация, потому что старший аркан. Мы здесь не открытая книга для людей. Мы свои планы где-то держим в секрете, мои дорогие. Вот какой-то период вам совершенно необходимо себя сохранять. Или, может быть, поставить свои какие-то интересы, ну, прежде всех остальных. Прежде чем разберется какая-то либо обстановка, либо прояснится информация, либо когда вы будете точно и четко видеть, к чему все идет. Потому что 3 вот этих аркана мы пока не видим. Я говорила об этом. Мы пока не видим даже на пару шагов вперед. А действовать как будто нужно именно теперь. Или решение принимать. Решать или решиться. Вот что-то подобное. Хорошо, давайте с вами узнаем, к чему же это все идет или как это все обернется. Возможности. Вот понимаете, все возможности, они скрываются в тени. В складках между светом и тенью. И это где-то про аркан жрица. Это где-то и про интуицию. А что такое интуиция? Это тандем интеллекта и прежнего опыта. Того опыта, который может быть со знаком минус, но вы точно знаете, куда вы не пойдете. Или чем вы не будете заниматься, с кем вы не будете договариваться, как вы не будете действовать, потому что можете себе навредить. Вот это и есть где-то подсознание. И вам это все в плюс. И если мы говорим, туз пентаклей, у вас 2 туза, посмотрите, туз пентаклей и туз жезлов. Тут какая-то возможность приходит, неожиданно, скоро. И это требует от вас принятия решений и, опять же, решимости, первых действий. Вот у вас с 10 по 20 это может быть связано как и с какими-то обстоятельствами или с какой-то новостью, может быть, и поступком человека, а для кого-то из вас, когда вы сами видите ситуацию, которая какое-то время стояла на паузе, вы теперь видите, что нет, тут уже промедление просто должно быть исключено. Ладно, давайте с вами узнаем, чего ждать, любовь, личная жизнь. Но здесь какой-то выбор, двойка мечей. Здесь какая-то есть путаница. И явно по этой путанице вам тоже приходится разбираться. Может быть, у кого-то это вопросы, связанные с домом. Иногда скорый какой-то отъезд, переезд и выпадает по аркану башня. Мы ведь можем не поехать, опять же, остаться. Вот если у кого-то совпадает, мои дорогие, в принципе, даже планетарно у вас, у многих, по крайней мере, понятно, не у всех, но у кого-то могут быть такие вопросы, которые с местом вашего проживания связаны. Так вот, у кого это совпадает, понятно, что не все, ведь мы, хоть и объединяет нас один знак зодиака, у каждого своя судьба. Так вот, для кого это будет актуально, мои дорогие, тут знаете как? Как будто все-таки мало что просчитать, а и не упустить какую-то возможность. Мы ведь можем поставить что-то и еще раз на паузу и ждать более удобного момента. Знаете почему? А потому что вы просчитать что-то не можете на пару шагов. А потом и этой возможности не будет. Вот поэтому будьте мудры и слушайте подсказки собственного шестого чувства. Но выбор делать придется. И это не обязательно, что это прям буквально любовь. Может быть, у кого-то что-то подобное и по отношениям. Именно, может быть, с вашими детьми, с вашими близкими, с семьей. И это тоже будет сопряжено либо с местом проживания, либо просто с какой-то внешней ситуацией, новостной информацией, когда вся семья может быть на выборе. И такое я могу допустить. Самые разные вариации. Перекладывайте, мои дорогие близнецы, на себя. Но выбор по части личной жизни или то, что касается напрямую вашей личности, или дальнейшего пребывания, где-то проживания, да, или каких-то, может быть, юридических вопросов. Я такое тоже могу допустить, потому что у вас, по сути, 3 старших аркана.
Все карты говорят о том, что тут не все от вас зависит. И раз от нас, когда зависит, тогда мы можем что-то просчитать. А вот когда от нас это не зависит, и тут у нас тоже в этой колоде аркан жрица, то как раз на уровне подсознания самые надежные приходят для нас подсказки. Поэтому вот выбор делать нужно или на что-то решиться. Чего ждать по финансам? Ну, карта ваша. Подсчитывать вы будете, подсчитывать вы умеете. И поэтому по королю мечей тут еще один такой момент по финансам. У кого-то вопросы, связанные с банками или какими-то согласованиями, юристами, адвокатами, когда вы готовите какой-то документ. Может быть, это не напрямую деньги, но правда, опять же, у кого-то это может касаться недвижимости. Или пусть движимое имущество, да, все то, что мы можем свести. Или у кого-то вопросы бизнеса, у кого-то напрямую, как будто через деньги вы можете решить тот или иной вопрос. И вот такое я тоже могу допустить. Но ваш рационализм, ведь это карта эксперта. Я, конечно, могу допустить у кого-то, ведь по королю мечей это люди проходят, которые живут, по сути дела, по приказу. Почему мы часто говорим, это у нас военные или люди в форме, но в форме там разные люди бывают, в том числе, к примеру, и врачи. Но если по приказу, это приказ или протокол, это рамки от и до. И это не шире, но и не уже. То есть человек может дать отдельный совет, или мы понимаем, как закон в отношении нас работает, или если даже это врачи, ну, значит, нам тоже нужно что-то о себе узнать очень важное, или прояснить какую-то ситуацию. Ну, может быть, каким-то образом это будет связано с взаиморасчетами, да, ну, есть же разные варианты. Что-то мы можем сделать, может быть, и бесплатно, а что-то мы можем и обратиться в какие-то частные, ну, я, к примеру, если даже медицина, да, потому что на деньги выпадает. У кого-то банально, да, думали какую-то услугу получить в порядке бесплатном, а тут вы что-то переиграете, решите, нет, я пойду к другому специалисту, к примеру, а у него платная консультация. Ну, почему нет? Стоматология касается или чего-то другого. То есть вот такие нюансы могут быть. Но все-таки это ваша карта, рационализм. Я тут вижу по части финансов у вас возможности, потому что туз пентаклей. Как раз вы можете остаться финансами довольными. Но, может быть, не совсем вот как какой-то кэш вы получаете с 10 по 20. Может быть, и какая-то сделка, которая от вас потребует и рационализма, и просчета, и каких-то консультаций, вот у кого-то так, да, или работу вы меняете, к примеру, и тоже составление договоров, контрактов, чтобы что там было будет прописано, или как это вообще на последующий период будет развиваться. Вы тут тоже можете что-то анализировать. Так вот эти деньги, может быть, спустя какое-то время, через какой-то срок вам приходят, да, но вам финансовые вопросы помогает решать ваша холодная голова и рационализм. Сфера ваших достижений. Семья, любовь, дом. Это место нашего покоя, уюта, наше место безопасности. Десятка кубков тут. Все то, что я говорила, это когда уже нет каких-то расприй. Это когда нет противостояния, когда вы можете закрыть какой-то вопрос, когда вы можете подвести какой-то итог. Посмотрите, я не могу сказать с учетом выпавших всех арканов. Да, период интересный, ресурсный, но непростой. Это правда. Но если мы конкретно сфера ваших достижений, вот тут достижения стоит того, чтобы либо над этим потрудиться, либо получить какую-то консультацию, или куда-то отправиться, совершить откровенный разговор, или для себя самого что-то, как будто снять вот этот ограничительный шлагбаум на какую-то застоявшуюся ситуацию, или самому, как из зоны ограничений, выйти, потому что карта мага и результат как раз нам и говорит, что пусть для тебя это будет несколько турбулентно, вот как по аркану башни, но два туза – это действительно первые шаги в будущем. Точнее, первые шаги в будущее. Время ваше пришло решить ряд вопросов. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, оставляете мне искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.